Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале GuardUI, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков». И сегодня у меня подписчик под псевдонимом Марк. И, кстати, он у меня сегодня в гостях, поэтому привет, Марк. Привет, Карф. Все. Итак, расскажи мне, пожалуйста, не сильно спойлери в этой игре. Я смотрю, у тебя уже человек ливнул один здесь в катке. И у меня есть к тебе множество вопросов. И один из самых главных вопросов — это... Вот ты русский язык понимаешь, да, но ты не понимаешь, как переписывается, то есть ты не понимаешь именно написанный текст. Как это вообще произошло? То есть, что ты понимаешь именно голос, но не понимаешь именно напись. Ты понял, короче. Да, я просто не могу читать по-русски. А как так произошло? Почему? Потому что не научили. А вообще, Я только... Я просто шел в английскую школу и учили только английский. понял. А вообще, откуда ты русский язык выучил? Раньше ходил русскую церковь всю свою жизнь. А, вот откуда ты знаешь русский язык. Понял. Интересно. Ну, расскажи, откуда ты? Как в целом пришел в игру Авточес и все такое? Я вообще с Австралии. Живу в Австралии всю свою жизнь. А вот сейчас я вообще с первого сезона начал играть. Ну вот скажи, а ты с первого сезона играешь? Как тебе в целом изменения в игре и все такое? Идет к худшему, к лучшему? Я думаю, в лучшую сторону идет. Но вот если сравнить первый сезон и вот текущий сезон, насколько все поменялось и насколько все плохо или неплохо? Первый сезоны там было очень много багов, очень было сложно вообще играть игру, потому что лагало, постоянно это краще делало. А сейчас лаги никогда не видишь и легче играть игру. Мгм. Еще реликвии мне понравилось. А вот расскажи, насчет упадка игроков, что ты думаешь? Что игроков стало намного меньше в игре и все такое? То есть я помню, как был старт, там было очень много народа, игра была на лютом хайпе. Вот. Что ты на этот счет скажешь? Почему она ушла в упадок? Из-за чего? Я думаю, просто из-за багов. А из-за баланса не Потому думаешь? что очень много... Из-за баланса? Не думаю. А то, что разработчики не слышат своих игроков, там все такое. То есть они творят лютую какую-то ахинею. Это тоже бывает, но... Раньше вообще было сложно играть игру. Ну, чисто из-за того, что были баги и все Было, такое. да, просто очень много багов, очень долго все даунлодилось. Короче, было не весело. Понял. Ну, и перед тем, как мы сейчас полноценно погрузимся в ролик, все такое, я хочу ребятам напомнить, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях будет закреплено сообщение с ссылкой на запись в моем телеграм-канале, где я подробно объясняю, что нужно для этого сделать. Поэтому, когда перешли на мой телеграм-канал, обязательно на него подпишитесь, потому что там много чего интересного происходит. Ну и самое главное, там у нас есть чат комьюнити. Ну и лайком поддержите, соответственно, не стесняйтесь. Итак, Марк. Вот у меня тоже такой интересный вопрос. Ты покупаешь кучу внешек на свой стол, на свои шахматные фигуры и тому подобное. Не жалко? Не, вообще не жалко. Ну, Это это я к тому, чисто для что хобби. хобби, да? Ну, это, скажем так, Мгм. есть коллекционеры, а у тебя коллекционирование классных внешек, да? Это да. Вот. Я просто к чему задал такой вопрос, потому что, ну, игра на самом деле очень непопулярная сейчас. Есть намного популярнее игры, тот же самый TFT. Вот. И я к тому это сказал, что, типа, вдруг чего, если проект прям умрет, не будет ли тебе жалко потраченных средств? Не, вообще не будет жалко. Ну, в принципе, вот. Так, скажи мне, пожалуйста, как тебе текущий патч? Насколько он тебе понравился, насколько тебе он не понравился? Что плюсы, минусы? Плюсы. Новая эта фигура очень мощная. С ним очень весело играть. Но он слишком сильный. Надо его немножко понерфать.
То есть темного лорда ты хочешь, чтобы понерфили, а антимаг, который целый год уже всех вдоль и поперек туда-сюда мотает. Не могу же по нерфе немножко. Сайленс теперь его берет. Просто находишь себе дистраптора 2 звезды и все. Он ничего не может тебе сделать. Ну, а если там противник не тупой и поставит гритеров и антимага, то одна фигура вынесет весь твой стол трехзвездочный. Не смущает? Немножко смущает, но есть разные способности, как справляться с антимагом. Согласен, есть, но согласись, что очень тяжело с этим антимагом. Слишком перебафанная фигура, как по мне. Его как переделали, он до сих пор стал очень сложным героем. Именно в плане, точнее, очень легким героем, а не сложным. То я уже как-то перемудрил фразой. Так, расскажи, Да, соглашусь. в этой игре что нас такого интересного здесь ждет? Не сильно так заспойлери, но расскажи. Я вообще подумал, это темного лорда закэрить, но не знаю, что-то он вообще не шел всю игру. Ролью, она не идет. Он не идет. Ну, это закон подлости. Такое бывает. Вообще его на 6 уровне идеально ролить, потому что там 40% шанс выпадения на фигуру 2 тира. Поэтому, если хотите наролить его в 3 звезды, то лучше на 6 уровне это делать. И желательно, чтобы заблокировать какую-то синергию по типу убийц, потому что в убийцах есть 3 фигуры 2 тира. Ну, может, где-то еще, конечно, больше есть, но я вот блочу убийц. Может быть, еще... Не, охотники не подойдут, там много однозвездочных. Немножко дороговато. Дороговато, но повысит визуально шанс. Потому что, знаешь, как это бывает. Если тебе идет, то оно тебе будет идти отлично. А если тебе не идет, то забей. Что бы ты ни делал, какие танцы с бубном ты бы не делал. Как-то так. Так, скажи мне, ты этот ролик записал с первого раза? Или записал с какого-то там... Раз я вообще проснулся, открыл ЧС, первую игру загружаю, нажимаю это play на рекорд и с первого раза все думаю. Поэтому я маленькие ошибки делаю, когда с первого раза. Понял. Не проснулся, кофе не выпил. Кстати, кофе пьешь или чай? Не люблю чай и кофе. А что ты пьешь, чтобы взбодриться? Если прям тяжелый день. Что воду. Просто воду? Скучно. Холодную воду. Холодную воду в холодную погоду. Уважаю. Это знаешь, как корейцы, они там и мороженое зимой пьют. Ой, пьют. Едят. И холодную воду, и там американо, по-моему, со льдом, или латте, по-моему, со льдом пьют. Ну, короче, зимой Да. все это. Так, какие ты тут реликвию по этой игре видишь? Какие тебе вот хотелось бы вот прям на 10 уровне получить? Раунде. Я хотел вообще Киру получить. Но ты сейчас увидишь, что не получилось у меня. Не получилось, не фартануло, но бывает. Так, ты хотел на стрим там попасть, но по итогу у тебя вчера не получилось попасть на стрим. Уснул. А или я вообще не знал, что стрим будет. Вот так вот. Я пишу заранее по поводу стримов. Мы с тобой еще переписывались, если я тебе говорил, что будет, но мы, походу, друг друга не поняли. Это да, бывает. А что ты, кстати, жрицу в 2 звезды не взял? Она же бы тебе на 10 раунде обалдеть как бы помогла. Не захотел. Тю. Ладно. Баф этих, скажи, баф орков можешь поставить, но ставишь почему-то тинкера. Плюс 150 хп лишним не будет. Уже явно. Да, это потом понял. Ну, потом понял, я так понимаю, ты сейчас от мобов получишь в табло, да? Да. Но Я сейчас проиграю мобам. Еле-еле. Я даже знаю почему. Сейчас Тинкер прыгнет в угол, к нему присосется вот этот вот каменный голем, набьет ему лицо, а ты рассчитывал на его ракетки. 100% так и было. Уверен. А не. Не Тинкер. Ладно. Я так понимаю, ты ролил, чтобы себе усилить стол перед мобами, но не получилось, не фартануло. Это да. Хотел- Надо было вообще жрицу брать, но
Ну да, если Что-то ты не захотел. взял бы жрицу в 2 звезды, то было бы все хорошо. Но слишком много она хилит и долго. В двоечку она прям то, что доктор подписал. Поставил бы ее на первую линию, она бы затанчила, впитала бы кучу урона, еще бы и подхилила. Но знаешь, что самое главное? Ты убил центрального моба. Ну и, в принципе, от одного моба откиснешь, ничего страшного. Хотя, на самом деле, на Это да. 10-м раунде... О, хаотичный договор. Так тебе еще и приятная реликвия упала, слышишь? Фу, Да. нормально. Предмет 3-го тира получишь. Вообще шикарно. Ты, кстати, можешь свой стол максимально сильным делать из-за того, что у тебя есть хаотичный договор. То есть можешь не опасаться, что у тебя слетит лустрик. Но, я так понимаю, не хочешь этого Да, делать. но у меня слишком слабый стол, поэтому я на лострик решил посидеть. Ну, я имею в виду, чтобы ты не сидел просто в 2 жреца, ты мог поставить еще какого-нибудь сильного героя. И я так вижу, ты ролишься на 4-м уровне. Почему именно на 4-м, если ты хотел темного лорда собрать? А я вообще хотел Тинкера 3 звезды собрать и этого бога собрать 3 звезды, всех собрать 3 звезды перед тем, как роить темного лорда. Ну, я смотрю, у тебя вообще неплохо так идет. 11-й раунд, у тебя же Тинкер в 2 звезды, Темный Лорд в 2 звезды, еще и яйцо упало. Неплохо. Получается, ты нам наврал, что тебе будет плохо Темный Лорд идти, да? Чтоб ты понимал, у меня Не, он Темный Лорд... плохо вышел, он очень плохо шел. Ну, это мы Я ему так... посмотрим. Потому что когда я Темного Лорда записывал, у меня Темный Лорд пришел в 3 звезды аж на 30 плюс-минус раунде где-то. А мне примерно 27-й, 26-й. Окей. Так, ну, 3 звезды. сборку мы не будем палить. Так, Марса продай. А, не продал, ладно, в принципе, хватило. Так, я так понял, здесь будет 6 богов, судя по тому, что ты здесь собираешь. Через Тинкера, через Темного Лорда, через Абаддона. Ну, в принципе, посмотрим, как... Боже, как тебе яйца идут? Ты кому душу продал, чтобы тебе так яйца шли? Кому? Просто фортануло и все. Фартануло. Ну, это скилл, ребята, запомните. Это омега скилл. Не, на самом деле приятно будет, если тебе с первого раза упадет еще и предмет 3-го тира, необходимый тебе. Так, ну, давай дальше пройдемся по вопросам. Пока здесь такой вот разогрев, выбор предметов, все такое. Какие твои 3 любимых сборки? Вот те, которые твои прям любимые-любимые. 6 боги. 6 хантеров под антимага мантию. И может... Сейчас подумаю. Еще 9 магов. 9 магов это весело. Да, согласен, 9 магов это весело, но, к сожалению, очень легко контрить этих 9 магов, прям... Да. Но, Находишь знаешь, БКБ и все. да не только БКБ, там и можно и морских поставить, и уже урона не будет, а если у противника есть какой-то условный герой, у которого есть сопротивление свое, допустим, вот есть ТБ в игре, у него есть свое Или сопротивление. змейка. Змейка. Короче, у всех, у кого есть родное сопротивление, тому еще легче играть против 9 магов. Крутилка 80% сопротивления. Поэтому люди вообще раньше не играли маги, потому что все на орки через крутилку играли. Да, тоже такой момент, то, что сейчас, ну, раньше играли через Джаггернаута, когда предметы давали отхил. Да, тогда магам вообще не сладко жилось. 80% магического сопротивления, единственный, кто мог его пробить, это Зевс. И то с хорошими предметами. Это еле-еле. Да, и то еле-еле. Это если он еще на Джаггернауте свою не поставит 4 морских. Мало того, что крутилка 80% сопротивления тебе дает, плюс морские 60% поглощения тебе дают. Там вообще урона было минимум. Но Зевс иногда все-таки пробивал, но с натяжечкой, тут соглашусь, с натяжечкой. Да. Итак, скажи мне, твои любимые герои под 6 богов? Вот прям фаворит-фаворит. Некр. Некр 2 звезды
правильные предметы, ой, он может такой урон сделать. Под 6 богов, да? Ага. Вот. Я раз это попробовал, ой, почти всех ваншотнул. Но если сильный предмет, это да. Там, допустим, магическая призма, обязательно агоним. Рефрешер, агоним. Ну, рефрешер, я думаю, сомнительно, потому что у него и так минимальная КД. Лучше какой-то контроль. Не, он будет сразу кастовать, сразу ману. Я попробовал даже без рефреша, он просто слишком мало ману регенит. А с рефрешем по максимуму регенит. Мгм. То есть рефрешер берешь ради манорегена. А не думал мифриловый доспех там оставить, который дает плюс 100% манорегена? Это предмет третьего тира, который Ну, скидывает дебаф таргетный. да-да-да, понимаю, но просто не всегда падает. Ой-ой-ой, яйцо закинул Марса, чтобы в 3 звезды собрать. Сильно. Сильно. Так, ну тебе надо Ну, лустрик дальше здоровья. выставлять. Но уже Не, веришь в свой зачем мне стол. лострик? Уже прям веришь в свой стол, да? А, да. Когда Марси 3 звезды, это не слабо. Ну, да, но сомнительно еще. Не знаю, как по мне, у тебя более-менее сильный стол, но еще слабоват. Как. Ну, это чисто мое мнение. Ну, посмотрим, как оно будет Тинкер здесь. всех вынесет. Кто-кто? Тинкер всех вынесет. А, Тинкер. У Мне Тинкера послышалось урон... немножко другое. Мне послышалось Сикер. Не, я просто не выиграю. Ну, Тинкер сильный. Особенно, когда в 3 звезды. Но в лейте ему уже тяжело. То есть, когда уже поздняя стадия игры, ему уже становится тяжко. Сюда включается тогда Шаман Лавы, Абаддон, Темный Лорд поможет, который нормально так урона накидывает в секунду. Кстати, я смотрю, не захотел ты поставить сразу 6 богов, решил именно сделать такой себе стол. Без минимального КД, но более-менее боевой стол. Да, особо меньше табло получать, если проигрывать. Ну да. Идеально, конечно, бы еще жрецов сюда поставить, но не хватает стола, не хватает. Так, ну, что-то я еще хотел тебя такое спросить. Ну ладно, давай так. Пока я в своей голове генерирую вопросы, ты задашь мне свои вопросы, какие тебя интересуют. Ой, не могу придумать вопросы. Не стесняйся, У меня сейчас очень задавай все, мало что вопросов. хочешь. А ты в каком сезоне начал этот час играть? Ну, в авточес я начал играть 2 года назад. Это, по-моему, был 23-й сезон или 24-й сезон. И то я об этой игре вспомнил. До этого я снимал летсплеи по играм. Но не очень удачно, короче, было. А, Там... значит, не начал с первого сезона, да? Да, я не с первого сезона. Не, ну, в принципе, можно назвать, что и с первого сезона, потому что... Кстати, здесь момент хочу подметить. Ты почему-то поставил себе жреца-тролля, а не Рубика. Ты бы сделал себе меньше КД. Почему не захотел? Просто спешил. Мне Понял. очень мало времени было. Я очень много... Понял. Ну тут тоже Очень парень, много я мыслей смотрю. было в голове. Тут я тоже смотрю, парень трехзвездочные фигуры пособирал. Кстати, обалденные ракетки закинул Тинкер. Ставлю лайк. В лоу хп гоблина-убийцу. 2 ракетки. Вкусно. Ну вот, кстати, и Марс сделал чудеса. Просто затанчил кучу урона. Ну из плюсов, там чел без денег вообще сидит. Так что тебе это только на руку. Вообще у тебя сейчас все идеально. Во-первых, ты сейчас по минимуму, ну, иногда проигрываешь, иногда нет, но, по-моему, ты вообще ни разу не проиграл еще с момента того, как выставил свой стол. Если честно, я как-то этот момент пролюбил, но, по-моему, ни разу не проиграл. 52 хп, а было, по-моему, 54. 56 хп. Да, по-моему, ни разу не проиграл. Вот. У тебя Да, есть сейчас я деньги, понял, все что хорошо. Рубика надо. Плюс ты с лустрика сейчас получаешь по максимуму, потому что у тебя есть хаотичный договор. То есть ты получаешь еще как за серию поражений плюс 3 монетки. Это вообще шикарно. Да, то же самое, как иметь винстрик, но очищенный договор делается... Это был лострик. Да, кайфовая тема.
Ну да, ты винстрик заберешь. Давай, давай, сюда. Да! Винстрик сюда, на базу. Да, плюс на монетку. Хорош, хорош. Но жалко, не плюс 5. В смысле, ты плюс 5 Они монет просто получил? Не, плюсану. Почему? Ты ж винстрик Они же 5 имел быть. поменяли... Не-не-не, они поменяли, если больше... Если не сбиваешь больше это 7 винстрик, ты не получаешь... Это не 5 монет, а 1. Так, этот момент я потом пересмотрю, но, по-моему, ты получил 5 монет. Не. Мы вот до конца прокомментируем ролик, я вернусь в этот момент и хочу этот момент посмотреть. Если это так, я буду в шоке. Потому что раньше с 5 винстрик забиралось. И это если еще такое вот микрообновление, это жестко будет. Это очень жестко. О, тоже, кстати, хороший тебе. Помню на обновление, где они сделали плюс 3 монетки, ты получаешь... Не, если ты сбиваешь плюс 3 винстрик, ты получаешь одну монетку. Если плюс 5, тоже одну монетку. А если плюс 7, получаешь 7 монетки. Ну, плюс 3 я не помню, что было. Если честно, вообще не помню. По-моему, плюс 3 никогда не давала. Так же самое и коса не работала плюс 3. Работала только коса от 5. То есть, когда ты на тебя умножала твой опыт. Кстати, я смотрю, ты активировал жезл Киры для чего? Чтобы найти волшебников 3 звезды? А, я вообще случайно нажал на это. Понял. Я вообще не хотел брать через килл. Когда я брал предмет, я вообще случайно 2 раза кликнул, а попался это жезл Кира. Понял, понял. Ну вот поэтому ты так долго темного лорда и будешь искать. Чтобы тебе его идеально найти, тебе нужно взять 8 уровень. Потому что тогда ты будешь ролить как на 6. Но у тебя уже более-менее сильный стол. Почему ты не захотел в уровень пойти, чтобы усилить свой стол? Может, я хочу темного лодра 3 звезды ранее собрать. Но с жезлом Киры ты же будешь ролить сейчас как на 3 уровне. Шанс выпадения темного лорда у тебя минимален. 25%. Но это мало, это не Я бы не 40. сказал, что так плохо. Но 40-то лучше, чем 25. Да, но типа голубые фигуры не будут падать. Там, по-моему, 30 с чем-то процентов у тебя. Ну, в любом случае, лучше, чем на 3 уровне ролится сейчас. Ну, кстати, хочу подметить, у тебя с первого раза упал тебе нужный предмет. Это 10 из 10. Там, кстати, уже парень нашел себе хана. Мимолетно заметил так. Пока у тебя Это идеальные были шоки. предметы. Что-то идут. Пока у тебя идеальные предметы. Очень идеальные. Но тебе нужен уровень все-таки, как по мне. Надо же брать уровень, потому что у тебя, в принципе, весь стол готов. У тебя осталось только, вот, по сути, найти себе 3-звездочного Абадона, темного лорда. Но все это ты бы нашел быстрее на 8 уровне все-таки. Потому что сейчас, ну, под жезлом Киры грустно будет искаться. Я бы сказал лучше. Почему? Я больше стрелю без жезла Киры, чем жезлом Кири, чтобы найти этого темного лорда. Ну, тут да. Я там вижу, там Но охотник он просто огромный. тупо не шел. Ну, он не шел, я все-таки считаю, из-за того, что у тебя сейчас роллы как на 3 уровне. Чисто из-за этого. Вот надо было 6 взять. Там у тебя, кстати, была рыбалка. Почему не захотел еще и рыбалку взять? Я бы взял рыбалку, просто случайно нажал не ту. А, все, понял, понял. Я думал, ты случайно активировал, а ты случайно взял реликвию и еще потом ее сверху активировал. Угу. Тогда все понял. Ой, ну тут у чувака, конечно, сейчас будет сильный стол. Пока ты не поставишь себе 6 богов... А, ну ты, в принципе, справился. Жрец нормально накинул свой щит. Повезло, повезло. Ну, тебе как, ну вот, я вот прямо сейчас считаю, что тебе нужно идти в уровень, потому что тебе надо уже усилить свой стол, играть на темпе, но ты не хочешь этого делать, ты хочешь ролиться. Да, темного лорда это сложно найти. Но в уровень когда ты пойдешь? Или пока еще не пойдешь? А, я только когда его найду 3D, тогда иду уровень.
Ой, ну у тебя шанс выпадения фигур от синих 5%, там 25%. Ну, не знаю, на самом деле, типа... Нормальные. Нормальные проценты. Ну, на самом деле, как Просто тупо не говорится, мешал. это игра казино. Повезет, придет, не повезет, не придет. В конечном итоге здесь будет 6 богов, именно полноценных, не через волшебников? Или здесь будет именно только через волшебников? Только через волшебников. Понял, понял. То есть здесь не будут все легендарные боги, которые необходимы. А, кстати, хочешь Да, я прикол? только... Да, Знаешь, как такой он Хана прикол. достал? Через панду. Да? Показал скилл. Да, такое бывает. Сильно? Сильно. Так, ну я тут вижу, ты уже пошел в уровень. Итак, с предмета 3-го тира, какой ты хочешь найти предмет? Вот прям тот, что тебе не необходим будет по игре. Третьего тира мне ничего не надо, мне вообще надо 4-го тира. А какой предмет с 4-го тира? Либо бусы, либо рефрешер. А рефрешер под кого закинешь? Вообще под Тинкера, чтобы он сразу кастовал. Ну, я просто смотрю, у Тинкера хватает, в принципе, всего, да, там чуть-чуть мана-регена не хватает, ну, прям чуточку. О, кстати, мифриловый доспех, сюда. Боже, слышишь, а реально, кому ты душу продал за такие вот предметы? С первого раза посох достал, мифриловый доспех достал. Признавайся. Все идет. Сколько надо задонатить, чтобы получить такие предметы? У меня, кстати, ролик А, почему-то да. завис. А у меня здесь... Не, это так. У меня просто игра крашнула. Я думал, это у меня ролик завис. Слишком быстро ролил. Самая быстрая рука на Диком Западе. Да, игра любит такие приколы иногда подкинуть. Так вот, кому душу продал, признавайся, чтобы так предметы доставать. Не знаю, обычно так мне не фартит предметами. Да кому ты Обычно я ролю рассказываешь? очень много предметов. Сколько я раз с тобой играл, я столько раз и видел, как тебе не фартит. Лон Друид в 2 звезды на 8-м раунде. Да-да-да. Не, когда я без тебя играю, это мне никогда не фартит предметы. То есть, когда со мной Еще играешь, тебе фартит на все. это да. То есть, я всю На свою стриме удачу... всегда фартит. Да на стриме всем моим подписчикам фартит нереально. Они прям меня любят, скажем так. Рассказывать, что почем и где мои раки зимуют. У меня там подписчики проявляют киберспортивную игру. М. Так, ну уже минус 2 игрока у вас в лобби, хорошо. Так, я так понимаю, предметы сейчас будешь уже переделывать. Кстати, такой момент хочу подметить, что вдруг не знал, но если у тебя, допустим, вот темный лорд будет с мифриловым доспехом, то он сразу себе... Я в шоке. Хочу цепочку 4-го тира. Держи, Марк, держи. Хочешь посох 3-го тира? Держи. Мифриловый доспех. Держи на сдачу. Бог рандома, я сегодня щедрая душа. Ладно, Да. да расскажу все-таки то, что я хотел. Если ты, допустим, в темного лорда закинешь мифриловый доспех, то больше ему маны не надо. Почему? Потому что у него есть классовая особенность, он со старта дает плюс 40 маны. И есть такой прикол, что с мифриловым доспехом ты получаешь сразу себе полную ману. Это тоже такой важный момент. Я о нем узнал, грубо говоря, сегодня. Ну, точнее, вчера, когда комментировал один ролик. Он там уже доступен для спонсоров. Вот. Там тоже будет темный лорд, немного спойлера, но я там подметил, скажем так, вот эту вот особенность с мифриловым доспехом. Ты получаешь сразу себе полную ману. А это есть. Да, ну хороший у тебя стол, очень хороший. Так, ну дальше, я так понимаю, идем в уровень, чтобы выставить себе 6 богов и кайфовать от жизни. Это да. Предметы перекинул в темного лорда. Но, кстати, по поводу вот темного лорда. Я считаю, что под 6 богами нет смысла его керить. Потому что он накинет свои щиты ограниченное количество раз. То есть у тебя, допустим, сейчас 6 фигур. Он всего лишь накинет 6 щитов и все.
Больше он накидывать их не будет, и, соответственно, получается, арканцы, цепочка, это юзлess предметы будут. Да, я это понял, поэтому я потом перекину эту цепочку в Тинкера, и он будет кастовать свою цепочку каждый раз. Это хорошо. Я думаю, сейчас через раунд 2 заметишь. Так, ну я там смотрю, парень Тайда нашел, Хана нашел. А, там Эмбер в 3 звезды, ничего себе. Не, ну ты Да. по сути должен его Там уже скапать. скилловый. Из-за того, что у тебя много Не, контроля. Ты я его должен- выношу, но не выношу. Я его выношу, но не выношу. Вот это вот, ребята, определение. Так, берешь агра. Хотел попробовать его реализовать нового, да? Да, мне понравился баф орка. Я попробовал его под 9 магов, а этот баф приятный. Да. Но я тоже, скажем так, немного спойлер закину зрителям. Я тоже реализовал Темного Лорда в новый день патча. Там я сразу 2 ролика записал. Вот, и я сказал, что там, если соберется 50 лайков, я выложу, соответственно, Темного Лорда. Так вот, в скором времени выложу этот ролик. Там я тоже реализовал агра в 3 звезды под 6 богами. Там будет очень интересная игра. Если что, она не будет однокалиточная, она будет очень даже достойная. И, скажем, игра будет на тоненького, но она будет очень интересной. Или, по-моему, не под... А, не, да, под 6 богами я его реализовал. Хотя не, подожди, это не то. Это другая немножко была игра. Вот ты. Вот это я протупил немного. Точку перекинул. Да, я уже вижу, что ты перекинул предметы, но посох 3-го тира ты оставляешь еще в Темном Лорде. Все-таки в него веришь Да, больше. потому что он больше всего урон. Ну, да, у него еще такая область большая у этого Темного Лорда, поэтому это очень приятно. Да, закинет свой баф это Марси, а Марси будет атаковать. У Да, будет хорошо. Очень даже хорошо. Это вообще билд на вечные щиты. Ну, кстати, у тебя есть еще тролль-жрец. Я вот, кстати, тоже хочу подметить ребятам, то, что тролль-жрец это самая лучшая фигура под 6 богов, если у противника нету, соответственно, этого кунг-фу. Ну и, соответственно, антимага большого нету. Потому что он будет накидывать вечно свои щиты, и вы, соответственно, будете вечно жить. То есть Да, тролль-жрец почти намного не слышите, приоритетнее. Соответственно. Так, тут я вижу, ты уже задумался, что как он тебя так вынес жестко, и что пошло не так. Но в Тинкере мана так плохо регенится, поэтому я думаю, в скором времени ты в Тинкера все закинешь, да? Не, я думаю, я все оставляю так. Мгм. Так, итак, какой план у тебя сейчас вот на текущую стадию игры? Идешь в уровень, 8 нужен тебе как минимум, чтобы выставить весь свой билд. Какую реликвию ты хочешь конкретно на текущем раунде? Хочу это двойные мобы. Чтоб на двойные мобы получить побольше шмоток, чтоб этих 9 ассасинов каунтерить. Мгм. Какие предметы тебе помогут против убийцы? Щит 5 тира, кольцо 4 тира. Еще бы, может быть, БКБ, может быть, поможет. Ну, БКБ вряд ли, но Способности. я думаю, предметы такие, как Обезоруж, Башер 4-го тира тебе намного больше помогут. О, двойные мобы, хорош. Ну, это скилл, ребята, это скилл. Просто человек говорит о том, что он хочет такой-то предмет, и бог рандома такой, держи. Саня такой, ну я хочу тоже, ну, такой-то предмет. Я услышал Радик? Ну, ты хотел Аганим, но я услышал Радик, правильно? До сих пор помню тот момент, как на стриме я ролил легендарный предмет, и мне на выбор было 3 легендарных предмета. Один из них был Радик. Я нажимаю ролл рандомного предмета, и мне такой, так, подожди, мы не договорили. Снова Радик мне падает. Это такой мем был. Показал всю Не, свою Радик удачу. это... Что думаешь по поводу вот переделки некоторых предметов и добавки новых предметов? Там я уже видел, у снайпера есть очищающая сфера, новый клинок 3-го тира. Это будет очень неприятно для тебя, потому что если он тебе выключит богов на нужного тебе персонажа, тебе будет ой-ой-ой, как плохо. Да, это приятный предмет.
А вот что хочешь подметить Она... из новых предметов, какие вот тебе понравились, какие не понравились? Вот в целом изменения, какие тебе понравились? Что вот думаешь за шапку второго тира, которая дает плюс к цене продажи? Шапка второго тира это как бы слабо. Она то же самое, как первый тир, это плюс 300 хп, просто дает это плюс одну монетку, чтобы было дороже фигура и все. Так. Но это может быть на шаманов будет прекрасно, не знаю. Не пробовал. Для шаманов будет круто, для инсектоидов будет неплохо. Ну, это такие варианты. Но в целом это Да, приятно. но инсектоиды, по-моему, нерфные. Ну да, и на них немножко сложнее стало играть, там просто нужно соблюдать многие условия, и желательно, чтобы твои были родные инсектоиды, потому что там немного по-другому оно сейчас работает. Да, стало сложнее, но в принципе, если у тебя хороший сильный стол инсектоидов, то там будет все равно очень больно. Так, ну, убийца 100% убивает охотника без шансов. Эмбер, если там раз закастовался, то все охотники должны умереть. По сути, Эмбер может здесь как играть. У меня не проблема охотники, а у меня проблема это Эмбер. Не-не-не, я говорю, что Эмбер спокойно убивает охотников. Один прокаст, и он сдох. А я тоже убиваю охотников спокойно. Ну, это понятно, но ему еще легче. Один прокаст, он сдох. Ой-ой-ой. Не, ну у тебя сейчас будет вечный Видишь, щит. 20 тысяч урона с Эмбера, даже с вечным щитом. Ну, вечный щит все-таки порешал. Не было бы вечного щита, ты бы вряд ли смог его забрать. Так, минер упал, смотрю, хорошо. Минка, это приятно. Вот то, о чем я говорил, что, ребята, вот этот вот тролль-жрец в одну звезду под 6 богами, это обязательный герой, потому что он накидывает вечный щит. Это намного лучше, чем, грубо говоря, какой-либо отхил. Это да. Поэтому я вот на А стриме... то невозможно пробить этот вечный щит. Все верно. Если там нету какого-то контроля, дума и тому подобное, то ты этот щит вообще в жизни никогда не пробьешь. Ну и, соответственно, синергии кунг-фу нету, потому что синергия кунг-фу пробивает этот щит спокойно, но из-за понерфленной Марси... Не. Ну, еще антимаг может, конечно, пробить, если он будет, допустим, под гритерами, чтобы не прилетал ему контроль, и он конкретно присосется в мана героев. Там будут вечные станы, выжигание маны, то есть, короче, в моменте он может ничего, скажем так, не пробить. Да, мне понравилось, как он поставил всех хантеров в угол. Да, красавчик. Я все время подмечаю эту тему, но ты подметил быстрее. Ребята, запомните, вот такая вот расстановка на охотниках, это идеальная расстановка. Запомните, всегда ставьте так кучно людей, всегда. Мы все вам будем аплодировать стоя. Никогда не ставьте так охотников, не будьте необразованным человеком. Не надо так делать. Во-первых, там есть Эмбер, который просто по лицу так проедется. Так тут мало ли того, что есть у Марка обалденные герои, которые и Абаддон, и Темный Лорд, и Цепочка. Там вообще, ну, жестко. Поэтому, ребят, никогда не ставьте кучно фигуры. Никогда. Ни при каких условиях. Нет смысла. Так, не умри! Ай-яй-яй! Тролль-жрец умер. Вот это неприятно. Ой, сдох, отлично. Но тут у тебя все равно Марс остался. Да, Марси все танкирует. Да. Так, ну сейчас охотник вылетит. Сейчас надеемся на хорошие предметы. Кстати, что думаешь по поводу нового Это не предмета? проблема. Ну, естественно, предметы у тебя не проблема. Они тебе так с первого раза идут легко. Так вот, что хотел сказать? Вот, что думаешь по поводу нового предмета 4-го тира, который наследие духа огня, который дает перерождение? Как оно тебе? Пробовал, не пробовал? Еще не пробовал. Я видел, как люди пробовали. То же самое, как это бессмертие 5-го тира. Но немного слабее. Мне вот, кстати, интересно, как оно работает с бессмертием. То есть сначала срабатывает бессмертие, ты еще дерешься, потом ты снова умираешь, то есть фигура перерождается, и снова Два бессмертие раза будет работать. сработает. Вот это вот мне интересно, я не знаю. Может, кто-то из подписчиков знает, поэтому напишет в комментариях на этот счет. Но мне очень интересно. А если оно 2 раза будет срабатывать, это жестко. Они жестко, Еще то, что тебе закинешь безоружный пришел. рефрешер. Башер Да, не оно не взял? спасает. А чё Башер не взял?
Спел призм, кстати, обалденный предмет тебе под богов. Будет 2 цепочки лететь, 2 без оружия. Понял. Не подумал про призму. А про башер что, не захотел? Башер. Ну, Не молоток. захотел башер. Ага, не захотел. Ну, как по мне, зря, потому что ты, когда останешься один на один, там вечный стан будет под 6 богами. Там просто он не выпустит из него. Плюс обезоружбы оставил, плюс, по-моему, спел призм дает 2 башера. То есть по 2 фигурам. Не 2 обезоружия, но это прям приятно-приятно. Предметы, я смотрю, ты закинул Марса. Почему ты все эти предметы не закинешь в Темного Лорда? Он же у тебя будет намного плотнее, и, соответственно, с щитом 5 тира будет нормально возвращать. У Марси это 60% меньше урона, Ну да, если он стоит лицом к лицу, поэтому но... я закинул. Ну, как по мне, тебе нужно, чтобы Темный Лорд жил, потому что у него есть все-таки стаки на посохе, а это твой урон. Хотя тут у тебя Тинкер надамажил. Я думаю, в моменте ты все-таки перекинешь предметы в Тинкера. Или нет? Так, отлично. Ты остался 1 на 1 с убийцей. Итак, это будет противостояние года. И сейчас увидишь, ошибку я сделал. Ага. Мифриловый доспех перекинул. Но цепочку оставил в Тинкере. Ага. Ну, ладно. Сейчас будут поминки. Ну, все-таки интересно, ты мог бы реально эти предметы закинуть в Темного Лорда, он бы у тебя жил, выжигал. Ой, там рыжий лис еще в 3 звезды. Ай-яй-яй. Ну, это скилл. Это чистый скилл. Ну, и, кстати, ты видишь, что против тебя Рики стоит напротив, но ты никак не меняешь свой стол. И он тупо тебя сожрал. Это я ошибку сделал. Не подумал про Рики. Да. И сдох. 38 урона. Нормально он тебе так прикинул. Ну, там чел тоже такой скилл Просто показал. полностью забыл про Сайленс. Да, ну, бывает. А я хочу посмотреть его предметы. Если не Покажешь? забыл про этот Рики. Ага, понял. Не покажешь его предмета. Ну ладно. Так, а теперь я хочу сразу же момент прочекать. На 20-м раунде, по-моему, там было, где ты винстрик сбиваешь молодому. Сейчас там 5 винстрик Да, был. сейчас найду. Щас. Вот, 5 винстрик. Ты его убиваешь, у тебя 50 монет. Нет, ты получил 5 монет и плюс 1 монетку. Ты сбил винстрик, получил 5 монет. Так что все нормально. За 5? Да? Я вроде бы получил одну. Вот сам посмотри тот момент. Скажешь, как посмотришь. Там, кстати, я смотрю, против тебя был уникальный рыцарь с демоном-рыцарем. Но что-то ему это не помогло. М. Нашел момент? Ищу. Там примерно 19-й, по-моему, или 18-й раунд, что-то типа того. Я как-то на раунд не обратил внимания. Я просто примерно помню в голове, где это происходило. Там посмотри по винстрикам. Там, когда чел начнет обирать винстрик, там будет 3, 4, и на 5-й раз ты, по-моему, ему сбиваешь как раз. Точнее, на 6-й. Нашел. 19 раунд. Поэтому меня и удивило, что ты говоришь, что винстрик не дает, а дает все. Все как надо. А, плюс 5 мне, значит, отдает, а плюс 4 не отдает. Не, плюс 4 не дает, оно и не давало еще с того момента, когда было плюс 3 винстрика. Я тогда думал, что плюс 3 винстрика и с косой работает, когда только-только патч выпустился с вот этими вот обновлениями. Я думал, что коса будет работать вообще обалденно, но нет. Разработчики Работает. этот момент учли. Работает только Я от думал, 5. что дало мне плюс 1, когда играл. Ну, плюс 5 дало. Все-таки осталось как было. А то ты меня прям так, знаешь, в такое замешательство кинул. Ну, что я хочу в целом сказать по игре. Вот немного все-таки не доиграл. Можно было дотянуть. Все-таки предметы закинул в Темного Лорда, но, как по мне, тебе надо было закинуть эти предметы в того же самого Абадона, и Абадон бы сделал намного больше. Либо же в Тинкера оставил, как есть. Но на самом деле, как по мне, Тинкер — это прошлый век. Если он идет, окей, можно взять. Но Шаман Лавы с вечным сайленсом плюс чистым уроном как-то выглядит намного солиднее.
Не кажется? Да, единственный минус, он их не достает своим кругом. Ну, А да. Тинкер не пропускает. Но с такими предметами, как у тебя, он в любом случае дойдет до крайних и все быстренько подчистит. Все-таки там огромная область, плюс много чистого урона, плюс контроля и тому подобное. Ну, там было очень много всего было. Но парень на Эмбере показал свой скилл. Собрал Эмберов 3 звезды. Понимаю. Ну, Да. что ж, Эмбер такая 3 игра. звезды по топчикам это жестко. Да. Так там и рыжий лис еще был. Ну, там хорошо чуваку пришло. Но все-таки чуть-чуть не доиграл. Но в целом игра была прикольная, приятная. Итак, ну, чтобы не растягивать прям сильно долго концовку, как тебе в целом вот такое вот, грубо говоря, интервью? Понравилось, не понравилось? Что хочешь подметить? Интересно. Что-то новое. Интересно? Что-то новое. Вспоминаю фразу, как говорит топ не один. Играйте в кайф. И средний винрейт 4-0. Кстати, ты тоже как к этому относишься? Играть именно в кайф или играть на циферке? Я просто чисто играю на хобби. Не, не главное это выигрывать, проигрывать. Мне чисто интересные сборки собирать. Мгм. Так, ну, в принципе, будем заканчивать. Спасибо тебе, Марк, что поучаствовал в моем ролике, в таком вот интервью. Было очень интересно пообщаться, узнать всякие вопросы, которые меня интересовали, самое главное. Ну, я думаю, это будет не последний наш ролик, поэтому в комментариях напишут, как им зашла такая вот рубрика, что-то было неинтересное, что хотят подметить, может какие-то вопросы позадавать Марку. То есть давайте, ребят, в комментариях проявляем активность, поставьте свой лайк обязательно. Ну и что думаете в целом по игре, то тоже напишите в комментариях. Если вы на меня не подписаны, обязательно подпишитесь. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, и, Марк, спасибо тебе, что поучаствовал, и пока-пока. Марк, Да. попрощаться не хочешь? Я не сказал, пока-пока. Да, мне почему-то не было слышно. Скорее всего, Discord выделывается. Ну все, всем пока-пока.